Смотрите, какой красивенький стакан мне подарили мама с сестрой. Ну, чудо, да, вообще? Огонь. Он такой классный, такой зелененький, он такой переливающий. Hello, peoples, вы на канале Twinkie Talks. Пока я занимаюсь более масштабными видео, я решила выпустить небольшой ролик чисто для разбавления, скажем так. Ну, еще потому, что если я потянула бы с ним еще немного, то сестра бы меня прибила, потому что она просила именно это видео уже давно. Ну да ладно. Сегодня мы с вами почитаем комментарии мужчинок. Я вообще хотела сделать именно разные их посты, комментарии, там, в ТикТоке, в Threads, в других местах, но я решила в итоге, что сперва нужно все-таки уделить внимание тому, что пишет лично мне, а вот все остальное потом сделаю, возможно, отдельно. Так что, девочки, берите снеки, расслабляйтесь, давайте немножечко похихикаем. На самом деле, я навскидку глянула, само собой, разнообразием каким-то прям интеллектом, хейтерской комментарии не блещут, и как бы я поняла это еще в далеком 2021 году примерно, когда завела фем-блог в Инсте, возможно, меня даже кто-то оттуда знает тут, и вот там, девочки, там такого мне писали, просто хоть стой, хоть падай. И многие до сих пор где-то у меня в архивах лежат до своего часа. Но это старое. Я как бы решила сегодня взять чисто свежачок. Так вот, обычно вот эти вот стандартные фуфемка, иди на кухню, игры для мужчин 40 кошек. Ну, это такая база бац, это такая основа основ. Я их просто даже не брала. Такие я старалась, в принципе, как бы, типа, я, ну, пофиг на них, их дофига, и на них пофиг. Потому что, ну, что с них взять? Ну, это даже не интересно, как будто бы обсуждать было бы. А вообще, вы пишите, девочки, как вам такой формат видео, как оно вам зайдет, было ли интересно и все такое, чтобы я вообще знала, стоит ли еще подобное что-то делать. Я еще, наверное, буду читать их комментарии отдельно, просто для тех, кто не смотрят сами и не читают со скринов. Бальзам на душу уродинам. Блогерка тоже не вау, вот и защищает сестру по несчастью. Я, если честно, уже не помню, к какому видео это был комментарий, потому что скрин у меня как бы давно валялся. И, наверное, это там, где мы с Мисси вдвоем записывали, я не уверена. В любом случае, если я где-то защищала Мисси, я уверяю вас, это вовсе не потому, что мы обе, исходя из слов ноунейм мальчиков в комментариях под видео для женщин, не вау. Нет, дорогие, это не поэтому. Это лишь потому, что мы обе питаем невероятное отторжение к существам, которые используют мизогинию, и настолько мы познали простую истину о определенном слое человечества, что я уверена на 100%, почти со всем, чтобы она не сказала, я буду согласна. Ну и раз уж у меня выдался шанс спросить ее, Мисси, скажи, что ты тоже считаешь обо мне так же. Скажи. Муа, муа, муа. Ой, богиня, помоги мне все это читать. Ну ладно, я с ней зайду. Чел пишет. Конечно, я спросил с иронией. Автор живет в каком-то своем выдуманном мирке, где мужик, который не хочет быть похожим на обезьяну, обязательно должен везде бриться, приятно пахнуть, носить свежую одежду, пользоваться косметикой. Ахахах. Как пишут тут некоторые под моим комментарием, я с этих клуш мужики в GTA, которые конкретно показаны в трейлере, это самое, что ни на есть настоящие мужики, которые не комплексуют, не боятся осуждения от каких-то там куриц с интернета, живут в свое удовольствие, пьют пиво, лежат на гамаке и херачат на заводе по несколько смен, и у них есть свои настоящие женщины, которые любят их не за внешность леди-боя, а за то, что он мужик по характеру, по поведению, ведет себя как мужик. А что ждать от тех, кто будет косметикой пользоваться? Я не говорю, что уход за собой это плохо, следить надо и пахнуть, и душ принимать вовремя, но не надо чересчур себя облагораживать, чтобы быть похожим на женщину. Это же мужчина, в конце концов. Мужики, поддержите мой пост. Всем по банке пива. Я кончилась просто. Я сейчас правильно поняла, девочки? Чел намекнул, что он не моется и ходит в грязной одежде? А говорят, что фемики такие, ой, небритые, грязные, а вот оно как. Очередное подтверждение, что все сексистское, сказанное мужчинами в сторону женщин, это просто проекции. Я об этом уже давно говорила, просто задумайтесь, когда вот в следующий раз вы увидите, как мужчины что-то подобное говорят про нас, это почти 99% будет проекция. Они настолько закомплексованные и неуверенные в себе, что им проще, услышав запах говна, показать пальцем на других, чем заглянуть в свои собственные штанишки. Блин, у меня на этот счет был мем. Он такой кринжовенький, но я его, возможно, вставлю. Ну, он кринжовенький, но все равно. Я еще поржала с фразой, что мужики в трейлере GTA, бла-бла-бла, там имеют своих настоящих женщин, которые их любят ни в коем разе не за внешку. Удивительно, он выдал про настоящих женщин в контексте не настоящей выдуманной игры. Это априори выдумка, о каких настоящих речь. А еще мне сразу вспомнился пост, что я выпускала в ТГшке практически совсем недавно. Я сейчас, наверное, челу выдам шок-инфу, но женщины не обязаны вас любить, несмотря на любую внешность. В том-то и прикол, что такое бывает только в играх, созданных мужиками для мужиков, что вас, таких царапинок папкиных, полюбят с пивным пузом, и с залысиной, и без зубов. А она будет обязательно красотка, и до 25, и секси-шмекси на марафете, но с мыслями только о вас.
так в сердечке эта любовь навечно просто. Точно я в выдуманном мире живу, да? Ну и я отдельно поржала с Аватейка про косметику на мужчинах. Потом они орут, что им запрещают то, но не уточняют, что запрещают их же собратья по социализации. Еще и избить могут, кстати. ПС, в любой день я выберу пообщаться с накрашенным мужчиной, чем с дикушным мужиком с внешкой гориллы. Ну, не в обиду обезьянам, конечно. Тут я прочитаю, сразу несколько. Жесть, ты на бабку похожа с таким освещением. Следующий. Потому что одна уродливая, как ты, а другая красивая. Ахаха, я рад, что жена Кратоса красивее, чем автор видео на 1000 раз. 4 смайлика хохота. И хорошо, что жена Кратоса королева, а не очередная Woman Style. 4 смайлика хохота. Блять, можно больше смайликов, пожалуйста? Что за фильтр на уменьшение веса? Следующий. Корова. Еще один. САП-3 высказалась. Все еще меня удивляет, как мужчины искренне думают, что они заденут меня комментариями о внешке. Удивительно, как же они всегда пытаются именно про это и первым, и последним делом. Думают, что засрать женщину можно исключительно за ее внешние данные, включая возраст, вес и какие-либо особенности. Каково же будет их удивление, когда они поймут, что всем плевать. Стандарты красоты навязывали нам это с рождения. И до нашего рождения, в принципе, тоже. Но если все женщины откроют глаза и полностью отойдут от этого, отрефлексировав хотя бы часть, даже не все, то внезапно любая попытка задеть за внешку будет просто пердежом в космос. И в итоге мне все равно, как я выгляжу в ваших глазах. Считаете ли вы меня страшной, старой или полной? Мир женщин не должен крутиться вокруг внешки, даже если это будет навязываться снова и снова. Поэтому, если вдруг вы мужчина, который яростно хочет меня разозлить или как-то оскорбить, попробуйте, пожалуйста, еще. Только мой мир больше не крутится вокруг вашего одобрения или неодобрения, не крутится вокруг молодости и худобы, и уж точно не крутится вокруг вас или желания быть для вас лучше. Мне просто плевать. Забавно было, поэтому я решила его добавить. Я думала, вам 35-40, как моей маме. Спасибо тебе, на самом деле мне 50, и я выгляжу чуть-чуть моложе, да? Кстати, мужчинами реально управляет член, это правда. Я не знаю, рофлит он или нет, но я не могла просто вам этого не показать, девочки. Играю на скрипке. Интересно, а помогать вуменам расценивается как неоплачиваемый труд, или это святое дело? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А самое главное, посмеяться в конце, чтобы все наверняка поняли, что это была шутка. Я не знаю, где он там это писал, потому что этот скрин у меня тоже был давно. Возможно, под видео про женский труд и как им приходилось притворяться мужчинами. И если да, то комментарии еще более глупенькие, чем можно было бы представить. Скачай мод, убирающий прыщи. Свиноматка. Блин, кстати, прыщ вот тут, видите? Это родинки, забейте. Если без рофла, девочки, вы не в курсе, почему и с какого момента они используют именно это слово. Типа, если это связано с потомством, то странно, будто бы, потому что не у всех нас есть или будут дети. Если связано с видом, то почему именно свинка? Они же... типа милая. Вообще, когда ты в детстве смотрела мультик, или, может быть, это был фильм, вдруг кто помнит, там было что-то про ферму, и там была типа хрюшка, и кто-то с ней, по-моему, еще был. Я вообще хоть тресни не помню ни названия, ни сюжета, вообще ничего, что там было, но помню, что он был мне интересен. И нет, это не свинка Пеппа, если что. Девочки, мне прям капец надо, если вспомните что-то подобное, напишите, пожалуйста. Я не знаю, у кого-то, может, тоже такая проблема есть, что я тупо дотронулась до своего тела, даже немного, я его не терла, а у меня остаются красные пятна. Я типа там 2 секунды почесала, и у меня уже красное пятно. Вы видите это просто? Какого фига? Я такая нежная, капец. Молодец, закончишь 7 класс, поговорим. Я угораю с их разногласий и взаимоисключений, потому что сперва мне говорят, что мне там 40, потом говорят 7 класс закончить. Вообще непонятно, что мне в итоге делать. То ли гробик заказывать, то ли обратно в школу идти. Я вообще хз. Там еще был очень смешной показательный момент, который я, к сожалению, не смогла заскринить, потому что те комы то ли ТикТок снес, то ли я их кинула в ЧС, они исчезли без понятия. Но там был под одним и тем же видео один чел, что писал типа «Ты такая уродка, бла-бла-бла». За ним следом другой писал «Зачем тебе этот феминизм, ты ж красивая». Им бы, конечно, сперва между собой определиться, чтобы знать, по какой именно линии гнуть. У тебя какой-то нездоровый фикс на сексуализации, мужицком лобби и прочем. Мне кажется, тебе нужно лечиться только не у психолога, а в нормальной такой психушке, где тебя хорошенько проколют галоперидолом. Че это? Ладно. Потом после выписки тебе нужно мужика найти, а то ты без нормального человека рядом дуреешь. Тут, кстати, сразу 2 проекции. Уже, в принципе, можно вести подсчет и делать какой-то бинго, я думаю. Чел говорит про нездоровый фикс, придя на заведомо неинтересное ему видео, чтобы высказать никому не нужное мнение с личными проблемами в виде желания
желание психушечки. Это точно у меня фикс? А следом проекция про желание мужчины. И ты просто мог бы так и сказать, что для тебя мужика найти это приоритет. Ты живешь в мире своего копиума, как и вся ваша шайка плевотных фемок из СВЖшников. У вас выдуманный мир с выдуманными проблемами. Поскольку реального влияния на мир вы не оказываете, нигде особо не работаете, традиционный образ жизни, семья, дети не ведете, то это выливается в истерическую потребность найти какие-то проблемы и бурно, шумно с ними воевать. В интернете желательно инкогнито, ведь в реальности вам башку снесут, если будете слишком шумно, агрессивно на кого-то кидаться. И вот вы выдумываете себе проблемы, играясь в политических активистов или в вахёдров культуры, которые что-то там защищают или с чем-то там борются. Это все копиум в твоем информационном пузыре, ты никто и звать никак. А вот сейчас обидно было. Звать меня Лера вообще-то. Вэл, Валерия, Лерчик. Приятно познакомиться, я не знаю. А еще прерогатива кидаться на людей, кстати, у мужчин. И я с вами за первенство в этом вообще ни в коем разе бороться не буду. Можете не переживать. Так дальше. Тупая лесба пиздит ни о чем не может закончить текст, который ей набросали Я ничего не поняла, что он там пытался донести. В любом случае, я не лесбиянка. Ничего вообще тот факт, что я би. Я все думал, кого она мне напоминает лицом. Вспомнил. Жопа-сранчик из Рика и Морти. Один в один лицо. Ну, если сделать лицо желтым, чутка тут и там вытянуть, то в целом, да. Одно лицо. Видео о том, как взрослая баба завидует вниманию, которое привлекла девочка-андроид с компьютерной игры и решила на ней хайпануть. Еще и PDF-ов приплела для пущего эффекта. Мерзкий, жадный, глупый блогер. Богиня, избавь завидовать вниманию от PDF-ов. Ты шо? Если бы ты был Астарианом, то я бы еще подумала. А для справки, я мерзкая, жадная, глупая блогерка. Не блогер. Спасибо. У них все так глупо и однотипно, просто, боже, Ты просто дегенератка, у которой не было отца и отцовской заботы, и игра буквально симулятор любящего бати, а не пи***ла тупица. Тотальная безотцовщина, вот вы не понимаете, что такое взаимоотношения с отцом. Девочки, вы тоже часто видите, как мужчины приплетают во все отцов и их заботу? С понтом, будто если у меня реально не было, например, отца, или если он вел себя хреново, то виновата я? Они вечно эту подмену фактов делают, даже не думая. Только вот если отца у кого-то нет или он отстойный, то это проблема отца, а не клеймо для той, у кого так случилось. Но если вам очень интересно знать про мою ситуацию, то, не то чтобы я скрывала, но у меня есть папа. Удивляет вообще, что фемка взорвалась из-за игры, в мире есть куда более кошмарные вещи, вот только ты засунула язык в жопу и молчишь просто из-за того, что тебе прилетит за то, что эту тему будешь поднимать. И все молчат, а тут ее порвало. А чего ты молчишь о том, что фемки призывают к или это для фемок в норме? Последний тейк меня на самом деле заинтересовал. Я просто об этом только с самым близким кругом общения говорила, а оказалось... просто нет, не шути, Лера, меня ж не так поймут. То есть так, но... Вообще, как там говорится, мизантропия и феминизм вещи разные, мальчики, совершенно разные. Конечно, поддерживаю обе. Лови репорт за разжигание ненависти, обиженное фем-животное. Вообще ничего не щелкает у чела, что в одном предложении связать, мол, я разжигаю что-то, а потом следом попытаться оскорбить меня за мое мнение, мою позицию, еще и животных до кучи приплести. Следующий тоже очень показательный комментарий, будто бы он даже кооперируется с этим. Есть одна проблема, что твоя мать сдохла в канаве. Там у него еще около 60 лайкосов было. Ты прикинь, да? 61 совершенно беспринципиальный кусок говна. Кстати, проблемы нет. Если что, моя мама в порядке. Спасибо за беспокойство тоже. Персонажка. Вот с этого я выпал в дикий хохот. Аж соседи постучали по батарее. Сразу видно альтернативно одаренную женщину-пилота. Я порой забываю в своем пузыре, что челики на серьезах до сих пор хихикают с феминитивов. Но спасибо за напоминание. Я как раз собиралась сделать видос про это позже. Еще их вот это мем про ха-ха, женщина-пилот, это пилотка, ха-ха-ха. Они за столько лет не научились мыслить. Ну ладно. Кто-нибудь подержите их за ручку, пока я буду говорить это. Феминитив, к слову, пилот — это пилотесса. Канал для детей, а много видео про феминизм, определитесь. Вот это тоже занятный комментарий. Во-первых, канал никогда не позиционировал себя как детский. Я вещаю о важных и порой взрослых темах. И в целом ставлю плашки часто, что это 16 плюс минимум. Если смотреть, о каком именно детском возрасте речь, какого диапазона, потому что для меня и 20-летние практически дети считаются я хз. Но даже больше вопросов у меня к тейку про феминизм. Знаете, просто такое ощущение, что даже если бы это был детский канал, то феминизм — это какой-то прон, что про него нельзя при детях говорить. Но на деле это не взаимоисключающие понятия. Кстати, про телефоны в Древней Греции. Как-то я видел мод на Skyrim, который добавляет в игру автомобили. Это что получается? Дискриминация лошадей Скайрима или как? Что за безобразие?
Не, это дискриминация мужиков без машины, потому что как это в игре есть, а у тебя нет. Но даже тут разница колоссальная, верно? Потому что в реале мужики могут купить машину, а женщины быть сексуализированными куклами без вмешательства пластики и кучи других вредящих практик, of course, не могут. Да и в целом ни дня не прошло, чтобы женщин не сравнили с вещами или животными. Года идут, а мужчины все с того же завода. Если чё, чел это написал под видео про кринжовые тупые моды и проблематику сексуализации женщин на всех уровнях. О, этот коммент я только что нашла. Да, я про шуточки согласен, но ты шиза полная. Тут фиг пойми, то ли он меня похвалить пытался, то ли себя оскорбить. Сложно. Раз я шиза полная, но он согласен с моими тейками и мыслями, то... Вы поняли. О, тут тяжелая артиллерия, они послали самого смелого. Мужиков порвало? Это порвало твиттерную соевую падаль, которая триггернулась из-за очередной жопасы героини Stellar Blade. Что касается той уродливой коровы в God of War, то претензий к ней никаких, кроме одной. Пусть отдельную собственную игру с отдельным названием получает, а не примазывается к серии, где уже устоялась, кто является неизменным главным героем. И в честь кого, собственно, и само название. К сожалению, соевые и фимозные паскуды не умеют ничего сочинять своего и с нуля и способны только примазываться к уже существующему, гадить и портить чужое. Я не могу, тут все идеально с первых строк. Он хотел наехать, что, мол, ты считаешь, что мужиков порвало, а нас не рвало, нам вообще пофиг. И полотно текста, кричащее о том, как его не рвало. Кстати, с последними его словами даже вообще никак не поспоришь же. Потому что, если быть честной, я вообще сама лично нашла разрабов God of War и заставляла их с магнумом у височка портить и гадить на этого вашего Кратоса. Просто, чтобы вам жизнь малиной не казалось. Просто вот так пошла и заставила их подчиняться моей воле. И со мной еще, кстати, армия феминисток была. Там батальон, такой отряд, это просто машина. Пу-пу-пу. Если без шуток, мужики глотки рвут, неиронично уже больше месяца под моими видео про их любовь к Кратосу, который уже у нас в телеграм-канале стал локальным мемом. Так что, девочки, ни на что не намекаю, ну давайте к нам. Я вам говорила, что скринов про посуду не будет, да? Ну, дело жестко. Кстати, не первый раз. Я как-то в игроновостях сказала, что скидка на распродаже в Steam до 85%, а там было до 84%, и никто даже не заметили. Мне врушки просто поверили. Дальше. То, что Марамойка не будет играть в игры, это хорошо. Посуда в доме будет чище. Я не знаю, кто там его должны были разбудить играть в игры, но судя по его злобе, они этого не сделали. Зато он помыл посуду. Будто плюс. Кстати, смотрите, какой у меня поп-сокет. Они тут блестяшки и такие вот письма типа. А чё блестяшки не двигаются? Алло. Вот, двигаются. Видите, падают. Да, вот, смотрите, как красиво. Весь видос смотрел на соски. Сказал чел под видосом, где я в плотной бордовой футболке, под которой ничего не видно. Вообще. Но anyway, даже если бы было видно, почему мне должно быть не пофиг, вопрос, конечно, риторический. Но так он бы увидел хотя бы где-то соски настоящей женщины. Можно только посочувствовать. Пизднутая страшила с быдлоговором без отца несет хуй, матерясь через слово. Надеюсь, ты бесплодная, такой мразь, не стоит размножаться. Это тоже из тех сверхразумов, что такие: ты вообще не интеллигенция, капец просто, до чего нынче люди дошли, а потом выдают кучу мата и оскорблений. Я все еще не понимаю, как это у них в голове сочетается. Давайте ради прикола посчитаем его маты и через какой они промежуток, да? Итого, первое же слово мат, страшила считаем за оскорбление, наверное, дальше 2 слова, потом попытка принизить, 1 слово мат, 4 слова пожелание бесплодия, плюс 1 слово оскорбление, 2 слова не считая частичку не, составляющими из себя попытку унизить снова. Я тебя поняла, короче. И раньше были красивые женские персонажи, и всем было все равно. Но потом появились вы, культ уродов, именуемые феминистками, и изуродовали всех женщин. Да-да, феминистки стоят с дулом у виска разрабов, чтобы те уродовали женщин, как я уже раньше и сказала. Исключительно этим и занимаюсь, только котик правильно феминистками, а не феминистками. Угнетатель всегда лучше угнетаемого, а иначе он бы не мог угнетать. Я даже не могу определить, как он пришел к этому выводу и что в его голове сподвигло его это написать. Это просто какие-то цитаты волков, like «Кто кричит, тот всегда правее того, кто молчит, потому что иначе зачем кричать?» Ауф, брат. Щоб гарячу, холодна вода перетворилась в гарячу, ее потрібно підігріти. Надеюсь, ты, подобные тебе и РФ, очистятся от заразы под названием феминизм. Бедный феминизм, как только его не называли. И феминизм, и феминизм. Грустно. Я как мужчина тебе скажу, парням нравятся девушки с охуенной жопой и грудью. Большинство геймеров это мужчины. Играя в игры, мы хотим видеть красивых женских персонажей. Природу не обманешь. На толстых волосатых баб хуй стоять не будет. Опуская тейк про геймеров, которых вполне себе 50 на 50% женщин и мужчин, я просто удивлена, почему потом после таких утверждений они удивляются, когда их считают ПДФ. Вы знаете, у кого нет волос на теле? У детей.
Мгм. Упс. Вообще так смешно, когда мужчины сами буквально говорят за всех своих собратьев, унижая себя самостоятельно. Просто нам даже ничего делать не нужно, они справляются отлично сами. Вот вам он тут говорит, что все они животные с инстинктами, вот он вам говорит, что они все с импотенцией, потому что реалистичные взрослые женщины им не нравятся. Мне тут даже добавить нечего. О, вот этот тоже смешной. Будьте добры, расскажите о своем питании. Я занимаюсь сельским хозяйством, и мои свинки не дотягивают до ваших габаритов, хотя питаются правильно. Хотелось бы узнать ваш секрет. Он так пытался пошутить, но в итоге получилось что-то в духе вот этих старых сайтов с «учимся хамить красиво». Признавайтесь, девочки, кто тоже там была, потому что я уверена, почти все в свои 12 туда заходили. Я, да, была, каюсь. До сих пор даже оттуда помню вот эти «ума как у ракушки», «рот будешь открывать у стоматолога». Еще вот это, когда аист принес тебя твоим родителям. Они долго смеялись и хотели сначала взять аиста. Вообще, я уже говорила как-то, что я сама себя могу лучше подъебать и унизить, чем вот эти их потуги. Боже, как же инфантилки уже заебали. Вы ведь даже не феминистки, а позорище. Ни одной игры в жизни не прошли, ни одной женщины не спасли. Пиздить в Ютубе все гораздо, найди работу. Я не понимаю, почему они так завидуют, что вместо того, чтобы пиздить в Ютубе, они пиздят хуй у меня в комментариях. А вот не про одну игру Take. Ауч. Более чем уверена, что я прошла больше игр в своей жизни, чем они вообще знают. А еще странно, как у них время писать комментарии, если не работать работу в их шахтах, о которой они вечно ноют. Ты тоже на инцела похожа. Думаешь, похожа? Ну, я тогда должна дотянуть до их уровня и тоже совершить что-то похожее в сторону Му. Just asking. На следующий поток мыслей мне впадло отвечать, там плохо абсолютно все. Никогда интересы меньшинства не будут важнее интересов большинства. Мужики приходят после работы уставшие, хотят красивых, сочных женщин, а не в экран блевать. Для вас и так много контента делают. Кратос тебе не нравится, потому что с ориентацией проблемы, надо как раньше на каторгу или на лечение в овощ превратить. Соевые хотя бы самими сабими станут, что бы это ни значило. Да блед, вы пойдете на кухню, будете варить борщи наваристые, ибо заебали. Либеральная шиза за факты блочит, как того чела ты заблочила. Женщины не меньшинство, кстати. Следующий. Сначала они говорят, что мужичье поддерживает нереалистичные стандарты красоты, а потом довольные уходят смотреть клипы БТС, и ведь ничего в голове не щелкает. Блин. Челы даже не выкупают, что нереалистичные стандарты для женщин и реально существующие мужики — это абсолютно противоположные слова. Он действительно написал в одном посте про нереалистичную хуйню и сексуализацию, а в противопоставление приплел каких-то айдолов. Про кого он вообще трендит, я тоже понять не могу. Я никогда не слушала BTS, если что. BTS, не знаю. Но anyway, то, что мужчины считают каких-то там челов брутальных из игр с голым торсом сексуализацией для женщин, или тот процент мизерных красивых парней из РЛ, что имеет кучу денег, кстати, для своей внешности, сопоставимым с тем, что они навязывают и выдают женскими образами. Меня это поражает. Нельзя быть такими тупыми, казалось бы, но у них выходит. Не помнится мне, чтоб челики и РЛ удаляли себе ребра для узкой талии, чтобы делали массово пластику груди или попы, да вообще всего тела и лица, лишь бы подходить по стандарту, что навязывают отовсюду и всю нашу жизнь. Не помню, чтоб мужчины в масс-медиа, возьмем тех же айдолов, массово голодали, зарабатывали РПП, чтобы, не дай богиня, не выглядеть как настоящий человек. Не помню, когда была бы хоть одна индустрия, где женщины и мужчины были бы в одинаковых условиях вообще. Хотя бы, одна, где женщинам не пришлось бы сталкиваться с большим хейтом, с большими нагрузками или проблемами из-за кучи вещей, начиная с внешки и веса, например, заканчивая тем, что им можно говорить, а что нельзя. Потому что мужчинам прощается все, потому что мужчинам прощаются измены, расизм, мизогиния и кринжовость. В то время как за то же самое женщин будут годами гнобить, не простят ни сказанную глупость в какой-то момент, ни неудачную шутку, ни просто что-то обыденное и безвредное, как, например, «Привет, я подсяду». Так что не вообще пытаться со мной говорить о чем-то таком, когда мы заведомо находимся на разных уровнях понимания этих вещей. Мы заведомо не одинаковые в познаниях того, о чем вы пытаетесь умничать. Вы не сведущи в этом даже близко. Это как я буду пытаться объяснить мартышке за литературу, хотя та, может, даже больше поймет, чем вы в феминизме или женских проблемах. Вы просто даже не пытались и не хотите этого делать. При этом каждый подпердун считает своим долгом прийти во все женские пространства, включая даже личку, лишь бы начать свое «а ну поясни», а потом кричать «ты даже не хочешь
хочешь конструктивный диалог? Девочки из чата думают, помнят и понимают, о чем я говорю. А о каком диалоге вообще идет речь, когда с вами никто изначально априори не собиралась разговаривать? Почему они вообще думают, что я, ведя здесь свой монолог на видео или говоря о женских проблемах с другими женщинами, призываю именно мужчин к какому-то обсуждению? Мир не крутится вокруг вас, и вам не поясняют не потому, что не могут, а потому, что не хотят. Потому что все уже давно есть в открытом доступе. Огромное количество информации, куча статей, видео, блогов. И если открыть ушки, закрыть ротик и слушать нормально, а не жопой, то все станет очевидно и ясно никому. Просто не придется пояснять вам что-либо и информационно обслуживать. Но, конечно, для этого должны быть мозги, желание и готовность осознать, что ты часть проблемы. Чего у вас, конечно, нет. Ты просто завидуешь, потому что их пупсы больше, чем у тебя. Да, я просто завидую этому, ты прав. Нет такой вещи, как сексуализация. Это как бы просто норма, когда мужчина испытывает влечение к женщине и наоборот. Просто есть сексуальные и несексуальные женщины. И несексуальные женщины завидуют сексуальным женщинам. Вот вам и весь расклад. Видео можете не смотреть. Хорошо, бэдбой, мы поняли, сексуализации нет. Это все кляти фемки выдумали. Если у тебя прыщи вместо груди, то ты не имеешь права осуждать вымышленных персонажей. Я иногда забываю, что они все еще пытаются оскорблять фразочками про грудь. Я не в 5 классе, дядь, мне все равно на это. Хотя снова появляется риторический вопрос, почему они считают, что женщины с маленькой грудью не имеют какое-то там право на что угодно. По такой логике мужчины с пеструном меньше 20 сантиметров не имеют права разговаривать вообще. Почему? Я так решила. Тайм-код. У меня такое тонкое ощущение, будто это именно автор видео сексуализирует персонажей, а не создатель игры. Типа, ну персонаж как персонаж. Этот чел написал на моменте, где я показывала вот их. Насколько у них мозги проелись проном или там тем, что они серьезно не видят тут сексуализацию. Не знаю, может, твое тонкое ощущение все-таки исходит из области очка? Просто попробуй что-то побольше тогда, чтобы ощущение было не такое тонкое. Народ, не смейтесь над ней, у нее терминальная стадия феморака мозга. Он пытался. Автор, сходите в спортзал, на вас противно смотреть, бесформенное нечто сидит, пытается запрещать красоту человеческого тела. Это надо тоже отнести к тем комам про внешку, я думаю. Но вообще, почему мне должно быть не пофиг? Это раз. Почему тебе не пофиг? Это два. Почему ты смотришь на меня, если тебе противно? Это три. О да, бойся, блядь. Бойся, блядь, это 4. Туда. О, господи. Окей. Все. Дальше просто двойное комбо. По-моему, тебя и фемок нужно посадить в дурку подальше от, в скобочках, людей. Это он, наверное, имел в виду мужчин, поэтому людей в скобочках. Ну ладно. Дальше, следующее от него же. Существо, именуемое себя фемкой, которой принадлежит этот канал. Знаю, ты удалишь мой коммент, так как он лежит тебе очко. В смысле, лежит тебе очко. Знаю я вас, фемок, не то, что за женщин, я вас за людей не считаю. Знаю тебя, знатно побомбит. Да, меня знатно бомбит. Я тебе клянусь, очень. Угу. Вперед, драконы! Даркон в сневы, Шанхай, драктны Шанхай. Единственная вселенная, куда точно никогда не доберутся феминистки с ЛГБТ, с экотеррорами и пета, это Вархаммер 40 000 за Империум, стоим до конца, братья, за Императора. Ой, блядь. Это что было сейчас такое? Вообще, это мой преданный фанат. Спасибо тебе отдельное за кучу комментариев под каждым видео. Я тебя заметила. Теперь просто, пожалуйста, успокойся. Больше так не нервничай. Не, он пару раз выдавал такие мемы, что я ухахатывалась. Я не нашла эти комментарии, но он там что-то писал. Ему кто-то ответил, чтобы он писать нормально сперва научился, а он выдал что-то типа «признаю неграмотный». Я не знаю, меня порвало с этого тогда. Ведущая прикольная, да, сделайте мод на голую ведущую с этого канала. Ну, смотрите, этот даже с феминитивами писал. Наверное, хвалим. Вам, фемкам, лишь бы ущемиться, потому что по-другому заполнить пустоту вы не можете. О, язычник. Он раньше уже был, тоже целых 2 комментария там читала от него. Если что, вернитесь там, гляньте для сравнения, потому что дальше чел внезапно становится интеллектуалом и пишет следующее. Мужская роль: защита, обеспечение и принятие главных решений. Для реализации этой роли мужчине важно чувствовать себя сильным. Женская роль: принятие заботы, создание уюта, демонстрации мягкости, чему и способствует инфантильный типаж внешности, логика, зависимость
зависимости в этой системе координат частичная слабость или зависимость женщины — это не унижение, а естественный элемент доверия и распределения обязанностей, который позволяет мужчине проявлять свои лучшие качества. Он же не поленился и пошел с чатом GPT общаться на эту тему и просить его быстренько сварганить какой-то кринж. Особенно это ясно по вот этому противопоставлению в конце, типа это очень чат GPT-шно, когда пишут «это не про то, это про вот это». Плюс внезапная правильность написания, плюс, хотя я не считаю это прям признаком ишки, потому что сама использую это почти всегда, это адекватное длинное тире. Не, ну ладно, может он просто скрывал свои способности, а я тут наговариваю. Нет. Так мужики хотят выглядеть как Кратос. Он накачанный, здоровый, суровый мужик, а его жена, она женщина. У нее должна быть женская красота, а проблема в том, что у нее нету красоты женской. И как бы нельзя сказать, что это нереалистичные стандарты красоты, потому что вы, к примеру, не на порядок ее красивее. Вы выглядите как женщина, а его женщина — это кракозябра. Вообще, вот про тейк, что мужики хотят выглядеть как Кратос, я что же об этом говорю? Мужики хотят выглядеть как брутальные гэгехи типа Кратоса, потому что те не сексуализированные объекты, а сильные субъекты. А вот эта вот женская красота, она с нами сейчас в одной комнате. Дальше. Надеюсь, ты когда-нибудь столкнешься с ситуацией, когда верят жертве, и тоже никто не будет обращать внимание на презумпцию невиновности, но пострадаешь не сильно только для того, чтобы переоценить свое отношение к сложившимся социальным институтам. Какой милашка, я не могу. Я так понимаю, что он писал это на что-то, где я говорю, что всегда буду верить жертве, и что сложно осужденных мужчин за износ малейший мизер. Чел, буквально, перефразируя его мысли, не верит жертвам и защищает насильников, а значит, он от них ничем не отличается. Сори, но я не окажусь в ситуации, когда верят жертве, потому что я никогда никого не буду насиловать, я же не мужик. И будто бы в нашем мире всегда не прикапываются к жертвам, женщинам по поводу чего угодно вообще. Изнасилование сразу в чем была одета, где, когда, почему, или была ли пьяная, домашнее насилие. Это не выноси ссор из избы, не порти мужику жизнь, не превышай самозащиту, сама виновата. А что ты сделала, что он так разозлился и ударил тебя? Предлагаю девушкам создать свою коммуну и жить там самим, изолировавшись нахуй от общества, если такая уже есть, как говорится, кто приютит, пиши 3. Кстати, девочки, с коммуной прям мечтаю. Я-то знаю, что такое сейчас есть, но нам бы с вами какой-то прям отдельный остров без них вообще было бы отлично. Хотя, глядя на примеры, когда мужики вторгаются в абсолютно все женские пространства, начиная женскими спортзалами, заканчивая снова же этими самыми комментариями под видео для женщин, ну, нам определенно понадобится какое-то средство защиты. Не общаться с мужчинами вообще отличная мысль. Надеюсь, подобные вам персонажи с девиациями последовательно ей придерживаются. С фем-шиза достаточно угорнуть на просторах нижних интернетов, но чур меня ИРЛ такое встретить. Ладно, не знаю. Нет, так я и не общаюсь. Более того, я не смотрю их видео, я не читаю их книги, я не хожу к мужчинам, специалистам в любой области, когда у меня есть такая возможность. А того единственного ЛПшку, который тоже не выносит собратьев, и то посадила на цепь. К счастью для нас обеих, мы с тобой никогда не увидимся в РЛ. И с кем-то из других комментаторов мужиков, наверное, тоже. Библию читайте. Жена должна слушаться мужа. Мужчина — лидеры добычек, а женские цивилизации долго не живут. Мужчины двигают общество вперед. Может, я ебалась? А те самые мужские движения вперед — это войны, капитализм, может, ненависть ко всему живому, или имеется в виду насилие? Я просто не уверена, извините, что вы имели в виду наверняка. Забавно, что автор не в состоянии справиться даже с одним единственным критиком под видео, готовым вступать в дискуссию, описывает все это движение в принципе. Но это туда, к тому же месту, где я говорила о разности наших уровней познаний. Мне просто незачем вести с вами дискуссии, я намеренно ничего не буду объяснять мужчинам. Очередная ущемленка, которая молится на то, чтобы видос попал таким же ущемленным фемкам, девочкам. Хорошо, что твой канал не взлетит и не получит популярности. Не знаю, как мой канал и я, но ты среди нас, девочек, точно обрел популярность. Сомнительную, правда, но все-таки. Все скучно, все скучно, все одинаково. София, ты должна будешь мне массаж, просто, я клянусь за это видео. Оно идет 1:09 у меня. Сколько? Ты 3 массажа мне должна. А если забыть про деструктивное влияние на инцелов, то может ли тебе понравиться сексуализированный женский образ, сделанный без объективации, например, как в адском боссе, написанном женщиной? Нет, мне не нравится любая сексуализация женщин, потому что любая сексуализация женщин имеет деструктивное влияние. Дальше комментарий в ТикТоке. А зачем ты? Типа, существуешь или нужна? Я ему отвечаю, для женщин. Он мне отвечает, блин, а мы думали для трассы и вместо груши. Вот оно как. Снова вспоминаем о том, как они любят проекции, и все становится на свои места сразу. Если чел для трассы и вместо груши, пусть он просто скажет прямо. Я уверена, что найдется место и для него там. Но если не шутя, то снова удивительная мужская логика, когда они спокойно говорят о
в сторону женщин, а потом также спокойно будут делать вид, что они великие слепые и не понимают, почему же их ненавидят. Я говно не смываю уже неделю, я уже привык к запаху. В принципе, я сказала ему все, что хотела в скрине. Поняла. Отсутствие самоиронии – признак низкой самооценки. Уверенная в себе женщина не стала бы бомбить из-за того, что кто-то посмел пошутить в интернете. Я так люблю, когда они начинают манипулировать и газлайтить вот так. Типа, тебе не смешно с какой-то тупой мизогинной хуйни, что про вас говорят? Ты просто неуверенная в себе. Не хочешь слышать сексистские шутки? Да ты, значит, реально входишь в число, ком пошутили. Нет, зай, просто вы не умеете шутить. А шутки, которые смешные только вам, это хуйня собачья. Но как только женщина пошутит про ваш короткий сморщенный хуй, то происходит ужас и переполох, потому что про вас, пупов мира, шутить обидно нельзя. Вы же не выбирали размер, правда? Ты, главное, в следующий раз, когда увидишь шутки про то, что ты, например, пушечная, ну или ходячий кошелек, ты не сильно возбухай. Лучше похихикай с нами. Ты же не такая, как другие неуверенные в себе мужчины, да? Видеопособие о том, как выглядят те, кто сейчас на раздрабах в Sony и других компаниях сидят. Боже, храни Capcom. Ну не льсти. Я не разработчица пока у Sony или других, но когда-нибудь обязательно. О, Кали, помилуй, last one. В качестве детокса я покажу вам самую лучшую в мире переписку с мужиком. Почему-то я даже не удивлена, что этот кьюти-хейтер не русскоговорящий. Он говорит мне: «Воук». Я иронично пишу, что I woke up, я уже проснулась, а он так мило отвечает мне: «Доброе утро, хорошего тебе фем дня». Я его благодарю, и он мне сказал, что любит меня. Он назвал меня бэйби, девочки, он мне сказал love you too, babe. Это самый цивилизованный диалог с хейтером повесточки ever. Я клянусь, если бы они все так общались, я бы даже, может, ответила бы им лично в комментариях, что я делаю очень редко. Я считаю, что это был самый топовый, самый лучший, и дайте ему медаль. I love you too, babe. Блин, класс. Я собиралась недолго, коротко. Я вам еще вначале сказала, это будет быстренькое видео. Быстренькое видео. Я не знаю, у меня уже 1:14. Я даже не на все комментарии ответила. Я так устала, наверное, просто хватит, да? Во-первых, девочки, я напоминаю вам о том, что не стоит тратить время на них в попытках объяснить им что-то. Они все равно не поймут. Просто вместе со мной вот похихикать, обсудить что-то, да, без проблем, вообще отлично. Но что-то им, мужчинам, в комментариях реально доказывать или раскрывать не стоит. Даже желательно не вступать с ними в какое-то открытие диалог, потому что, ну, не стоит они там. Во мне просто смешалась отвага и глупость, поэтому я так иногда делаю. Но я категорически потому, что чувствую себя интеллектуально подходящий, а не для каких-то там серьезных объяснений. Вообще, снова же, если, например, у вас, ну, капец, как горит на что-то, на какую-то глупость и тому подобное, то welcome к нам в чат, пообсираем все вместе. Ну и уже под конец все-таки я должна признаться, наверное, что все это видео на самом деле было просто ради того, чтобы мужчины пришли ныть снова, чтобы мне капнула монетка. Потому что частично благодаря их вою я получила монетизацию недавно. Признаюсь, с болью на душе. Но если кому-то интересно, есть даже недорогое спонсорство с разными плюшками, и можете даже написать, если хотите какой-то особенный вид контента для закрытых видео. Мало ли кто-то, может, больше личного обо мне хочет или еще чего-нибудь, потому что я понятия не имею, что снимать в закрытые, если они будут. Ну и спасибо, конечно, девочкам, любименьким, что вы вообще со мной. Я делаю это все для вас, для нас, для нашего женского комьюнити. Я всех вас обнимаю, целую, люблю. Просто на этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока. Смотрите, какой красивый, да? Мороженка. Вы не представляете, я так люблю свои синяки под глазами, потому что, я не знаю, я считаю, что это просто поцелованная луной, мне все равно. Я знаю, что многие девочки, возможно, как-то стесняются этого или тому подобное. Меня это капец прикалывает. Ну почему? Ну классно же, блин. Мне, правда, всю жизнь говорят, что, типа, ты чем-то болеешь. Нет. Я в порядке, просто у меня круги под глазами, и все, это ни с чем не связано. Ну да ладно. Потому что у меня просто кожа тут очень тонкая. Смотрите, у меня еще с сестрой парные кулонки с Hello Kitty. У нее там вот это вот, которая фиолетовая, я забыла, как ее зовут. Там написано Best Friend и сердечко, типа, если соединить, то они вот такие вот, 2 сердечка классных. Но плохо видно, как бы. Блин, плохо видно, отсвечивает. Я найду самый классный кадр.